I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые и еще даже не вышедшие динамические наушники от компании LED Shure стоимостью $160, и приходят они в средней по габаритам коробки с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь указано название этой модели, а именно DX1, и есть логотип компании, а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в этих наушниках отвечает 11-мм динамический драйвер, чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 30 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Гарантийная карточка. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества. 3 набора силиконовых амбушюр, включая трикларион. Ну и фирменный кейс для хранения наушников. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из металла и имеют необычную и довольно редкую форму с надписью DX1 на обоих наушниках и золотистой металлической вставкой в виде гайки, что смотрится, согласитесь, довольно интересно. Но здесь указана маркировка канала правый и соответственно левый, и находится разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом здесь еще находится целых 2 отверстия для компенсации, причем еще одно отверстие расположено уже на внутренней части наушника, рядом с этим довольно небольшим по длине звуководом, который имеет диаметр 6 мм, защищен металлической сеточкой и получил четко выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. Ну и сидят в ушах эти наушники довольно неплохо, не скажу, что так идеально, как различные внутриканальные наушники с более анатомической формой, но тем не менее сказать, что здесь плохая посадка, я тоже не могу, так как в моем случае, используя эти наушники с комплектным кабелем и амбушюрами трикларион, посадка была уверенная, достаточно глубокая, и звукоизоляция находится на довольно хорошем уровне. Но, конечно, такие наушники, наверное, все-таки не всем будут так удобны, например, как мне, но если у вас, например, уже были наушники LED Shure D13, то уверен, и эти наушники хорошо вам подойдут. Ну а прослушивал я эти наушники с плеером Tempotec V3 Blaze и с усилителем SMSL C200 Pro, и поскольку на раскачку данные наушники довольно легкие, то больше 35% громкости я на этом усилителе не выкручивал, а на плеере приходилось выставлять значение чуть больше, так как у него естественно будет меньше мощности, но тем не менее звучат эти наушники с плеером Tempotec довольно хорошо, я бы даже сказал, он прям идеально подходит к этим наушникам, так как он как раз находится в примерно том же ценовом сегменте, поэтому с этими наушниками у него образовалась буквально синергия с нейтральным и аккуратным звучанием, без какой-либо агрессии или резкости в звучании, то есть своего рода это такая очень комфортная и неутомительная подача, просто включайте музыку да наслаждайтесь приятной и сбалансированной подачей звучания, а вот с SMSL C200 Pro эти наушники раскрываются уже куда более интересно, у них подтягивается та самая характерная техничность и детальность и более лучшая аналитика на высоких частотах, а по низким частотам все примерно так же остается, так как это в любом случае не басовитые наушники, но зато вот серединка словно раскрепощается и начинает дышать полной грудью, прозрачно, легко и по-прежнему комфортно. Ну в общем тут думаю, ребята, все понятно. Теперь давайте лучше поговорим о звучании этих наушников более подробно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники LED Shure DX1, и вот так выглядит график частотной характеристики. Эти наушники имеют усиление низких частот на 6 дБ с безумно ранним переходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины на 2 кГц довольно хорошо соответствует моему таргету, поэтому эти наушники в этой области не звучат для меня излишне энергично или резко. Но вот высокие частоты тут, конечно, будут не слишком продолжительными, и они очень плавно затухают после
10 кГц, что для динамических наушников на самом деле абсолютно нормально. И как вы понимаете, на слух они здесь совершенно не акцентированы. То есть это точно не яркие и не светлые наушники, так как в этой области они здесь все подают так очень гладко и аккуратно, с небольшой даже едва заметной притемненностью. Так что ВЧ-фобы тут точно будут довольны. И как вы понимаете, друзья, эта модель имеет довольно необычный и редкий на первый взгляд тюнинг, что довольно интересно. И наконец-то будет хоть какое-то разнообразие. И вот как они уже звучат, давайте сейчас разберем более подробно, так как я уверен, что вам всем очень интересно. Низкие частоты в наушниках LED Shure DX1 – это, пожалуй, один из самых аккуратных и контролируемых вариантов басовой подачи в своей категории. Эти наушники здесь точно не стремятся впечатлить вас каким-то безумным объемом или сверхмассивным ударом, а наоборот, они здесь действуют точно и сдержанно, отдавая приоритет в первую очередь контролю, текстуре и чистоте, что придает им в определенной степени мониторный и сверханалитичный характер. И бас в этих наушниках будет слегка акцентирован. Но этот акцент здесь выполнен очень деликатно, так как он не выпирает, не утяжеляет, так скажем, звучание, а лишь очень плавненько, так аккуратно добавляет необходимой глубины и ощущения самого нижнего фундамента при необходимости. Он подается очень чисто, с хорошей такой прозрачностью и быстрой точной атакой, и даже при воспроизведении каких-то синтезированных саббасовых партий, например, в электронике или глубоких нот контрабаса в оркестровых жанрах, DX1 не теряет именно самого очертания саббаса, так как он по восприятию всегда четкий, очерченный, с коротким и почти мгновенным затуханием, что особенно заметно уже при быстрой электронной музыке или каких-то различных джазовых импровизациях. Но вот мидбас — это, можно сказать, что главная демонстрация аккуратности в этих наушниках. Он супер плавный, сбалансированный и подается вообще без какой-либо избыточности. В нем точно нету никакой раздутой там басхедной массы, не усиленной навязчивой теплоты. Это точно не тяжелый, не мясистый и не жирный бас, а скорее очень такой стройный, собранный и безумно линейный, за счет чего тембры ударных инструментов, бочек и бас-гитар звучат естественно и абсолютно без какого-либо приукрашивания. И при этом я отмечу, что они не лишены необходимой энергии, но, конечно, подаются уже не так плотно и мощно, как уже в более басовитых наушниках, но зато мне очень нравится тот факт, что мидбас здесь не налезает на нижнюю середину и не окрашивает и дополнительно не ужирняет вокал, и при этом оставляет реально большое такое пространство для инструментов, за счет чего средние частоты здесь получают куда больше свободы и, так скажем, возможности дышать. И, конечно, стоит отметить то, как DX1 впечатляет очень хорошей атакой, так как я сразу заметил то, как басовые удары здесь стартуют очень быстро и четко, без каких-то там задержек или запозданий, что делает их хорошо уже подходящими для жанров с очень быстрым ритмом, и при этом каждая басовая нота имеет достаточно отчетливую читаемую текстуру, поэтому слышно не только вот саму силу удара, но и микродетали, вроде там остаточных послезвучий или каких-то вибраций, и все это подается буквально с минимальным временем затухания, что формирует уже такое правильное ощущение собранности и общей дисциплины в подаче этого диапазона. И в итоге низкие частоты в LED Shure DX1 это пример того, как можно грамотно реализовать бас, без какой-то там излишней добавочной массы, но с максимальным контролем, чистотой и точностью. Они точно не для басхедов, а именно для тех, кто хочет услышать бас как часть общей картины, а не как ее доминирующий элемент. И это звучание, которое не утомляет и не раздувает сцену, а добавляет ей больше глубины и ясности. Ну а средние частоты в LED Shure DX1 это настоящий эталон нейтральности, теплоты и музыкальности. И именно они придают этим наушникам особый необычайный шарм. И их подача была здесь не просто сбалансирована, а она словно выверена до мелочей, с тем самым типом тональной достоверности, который редко встречается в этом сегменте. И мне нравится, как эти наушники здесь не стараются как-то украсить звучание или придать ему чрезмерных эмоций и энергии, но при этом они не звучат здесь излишне стерильно, а напротив, они довольно теплые, умеренно эмоциональные и по-настоящему живые. И первое, что бросается в уши, это очень явная нейтральность, так как сразу заметно, что здесь ни одна область не выпирает, и все здесь подано так, как есть, но при этом не сухо. Середина здесь очень
очень теплое по восприятию, с естественным телом и комфортной плотностью, что создает для вас такую очень интимную и насыщенную музыкальную атмосферу, но при этом теплый тональный баланс здесь не мешает детализации, а наоборот, он лишь так аккуратненько подчеркивает текстуры и небольшую выразительность этого диапазона, за счет чего голоса здесь подаются достаточно насыщенно, естественно и с заметным акцентом на четкость и эмоциональную подачу. При этом у них нету никакого там навязчивого подъема, ни крикливости, ни агрессии. Вокал дышит, он звучит открыто и свободно, не зажат микси, но и при этом и не отодвинут назад. А женский вокал подается как очень такой мягкий, обволакивающий, с деликатной артикуляцией. Ну а мужской как бархатистый, насыщенный и с хорошей глубиной и телесностью. И все это при этом сопровождается такой ясной прозрачностью и воздушностью, благодаря которой здесь легко различаются интонации, дыхание, микродинамика, даже в каких-то суперсложных композициях. А инструментальные партии в этих наушниках имеют такое ощущение, что они словно парят в пространстве, с очень приятной легкостью и свободой. Гитары, струнные, клавишные, духовые, все звучит естественно, плавно и с таким мягким, обволакивающим характером, но без излишнего какого-то утяжеления или уплотнения в области нижней середины. И мне нравится, что тут нету ни малейшего намека на техническую стерильность, так как здесь наоборот, все инструменты очень плавно вписываются в звуковое полотно, живо, органично, с неплохой воздушностью и ощущением пространства между слоями, что очень важно. И при этом даже при супер каком-то насыщенном миксе DX1 удается сохранить хорошую читаемость и очень спокойную и уверенную прозрачность, без какой-то там скованности или давления в этом диапазоне. И в итоге средние частоты в Flat Shure DX1 это буквально редкое сочетание нейтральной точности и эмоциональной теплоты. Они звучат здесь очень музыкально, насыщенно и благородно, с отличной проработкой как вокала, так и инструментов. Это буквально, ребята, та самая середина, которая не кричит на вас, но заставляет слушаться. И возможно именно она и делает эти наушники универсальными и приятными при длительном прослушивании, даже на сложных треках, где важна как раз таки не только детализация, но и общая сохраненная атмосфера. Но высокие частоты в Flat Shure DX1 это пример безупречно выстроенного баланса между комфортом и разрешающей способностью, между музыкальностью и аналитичностью, где верхняя часть диапазона здесь не стремится выделяться вперед, а очень аккуратно интегрируется в общее звучание с почти студийной деликатностью. И, ребята, это именно тот случай, когда высокие частоты не акцентируют на себе лишнее внимание, но если прислушаться, то они оказываются гораздо богаче на микродетали, чем кажется на первый взгляд. Но самое интересное то, что при этом высокие частоты в этих наушниках абсолютно не яркие, не звонкие, не колкие, вообще без какого-либо намека на какую-то искусственно добавленную искристость или подчеркнутую воздушность. Они не придают звуку дополнительной какой-то светлости или резкости, как это бывает уже в моделях с подъемом в этом диапазоне, а скорее очень так мягко, плавно завершают звуковую картину, добавляя необходимую теплоту, округлость и плавное очертание формы. И при этом мне нравится, что DX1 ведут себя очень стабильно, так как даже далеко не самый хорошо записанный вокал с подчеркнутыми шипящими согласными звучит здесь очень цельно и при этом без какой-либо излишней остроты и сибилянтов, с ощущением, что крайние частоты были не обрезаны, а как бы естественно приглажены, что создает для вас такое очень плавное и теплое послевкусие, в котором нету давления на ваш слух даже при долгом прослушивании на реально очень высокой громкости. И несмотря на вот эту подчеркнутую деликатность подачи, в DX1 нету потери разрешения или каких-то явных упрощений, так как уже с более качественным ЦАП-усилителем верхний диапазон раскрывается куда намного интереснее и появляются те самые четкие контуры микродеталей, усиливается ощущение прозрачности и воздушного пространства, но все это подается по-прежнему без агрессии и в мягкой и точно контролируемой форме. Ну а хай-хеты и остальная перкуссия здесь воспроизводятся быстро и четко, без какой-то там резкости или странных тембров, удар всегда четкий, с ясной атакой, а затухание можно сказать, что мгновенное, чистое и без переотражений, которые как раз таки часто встречаются уже у наушников с очень акцентированными высокими частотами. И вот эта необычайная такая легкость и прозрачность, которая есть у этих наушников, здесь особенно проявляется на живых записях или джазовых партиях, где как раз таки очень много различных воздушных переходов. И здесь эти наушники дают ощущение, что ты слышишь не просто звуки, а все пространство между ними. И как по мне, друзья, огромный плюс в том, что в общей музыкальной картине высокие частоты тут точно не доминируют, но при этом прекрасно
прекрасно поддерживают как вертикальный баланс звуковой сцены, так и структуру отдельных инструментов. Они добавляют нужный объем, тонкие нюансы и, что важно, не перетягивают одеяло на себя. Благодаря этому вокал здесь не теряется, излишне не пересвечивается, а инструменты, особенно струнные, шейкеры, реверберационные хвосты, звучат реалистично, сдержанно и очень даже натурально. И в итоге высокие частоты в LED Shure DX1 — это эталон музыкального такта и вкуса. Они не пытаются здесь впечатлить вас сразу на первом треке, но если слушать их очень внимательно, то они раскрываются с буквально изысканной техничностью и благородной сдержанностью. И как по мне, ребята, это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт, натуральность, но не готов жертвовать деталями. Особенно приятно, что все это сохраняется и масштабируется еще сильнее при использовании более серьезного источника, где эти наушники уже показывают, что могут быть не просто комфортными, но и достаточно аналитичными и техничными, с хорошей детализацией. Ну а звуковая сцена в LED Shure DX1 — это еще одно подтверждение общего характера этих наушников. Все выстроено сдержанно, аккуратно, но технически выверено, без излишеств и при этом с очевидным вниманием к нюансам. Она, конечно, не гигантская, но вполне масштабная и реалистичная, с такой глубиной и шириной, которой хватает как уже для плотных миксов, так и для каких-то минималистичных акустических композиций. Ширина сцены в этих наушниках будет чуть выше среднего и воспринимается не как искусственно растянутая, а как естественное продолжение звучания. Звук легко выходит за пределы вашей головы, но, так скажем, не рвется в стороны, сохраняя очень такую органичную структуру стереопанорамы. Все звучит в этих наушниках просторно, но собрано, и точно нет ощущения какой-то размытости образов, так как все инструменты и вокал располагаются на сцене очень даже логично и сдержанно. Но глубина сцены здесь, я считаю, заслуживает отдельной похвалы, так как она реально ощутима, особенно уже в треках с огромным количеством реверберации, где эти наушники очень хорошо передают вам дистанцию между передним и задним планом и умеют подчеркнуть все пространственные слои в записи, что создает уже очень такую реалистичную трехмерность, особенно в жанрах вроде джаза, оркестровой музыки или каких-то живых записей. И при этом мне нравится, как они демонстрируют вам отличную локализацию образов, так как все позиции инструментов легко отслеживаются, и даже в каких-то насыщенных миксах нету какой-то каши или перекрытия всех планов. Каждый элемент, будь то вокал, синт, гитара или перкуссия, имеет свое словно отдельное пространство, не наваливаясь друг на друга, и создается такое ощущение, что все инструменты словно были расставлены по сцене, очень аккуратно, но с четкой определенностью. И в итоге звуковая сцена в наушниках LED Shure DX1 получилась очень сбалансированной, взрослой и натуральной по подаче. Она не поражает ваше воображение какими-то безумными размерами, но компенсирует это точностью, аккуратной расстановкой и естественным восприятием пространства. Здесь нету какого-то искусственного увеличения масштаба, но есть все, что нужно для комфортного и увлекательного прослушивания, где каждый инструмент находится на своем месте, а сцена очень внятная, стабильная и насыщенная воздухом. Ну а вывод у меня получился таков: LED Shure DX1 — это крайне интересная новинка для любителей чисто динамических наушников и очень нейтрального и вокально ориентированного расслабленного звучания, когда вам ничего не сыпет сибилянтами в лицо, а вокал не кричит и хорошо контролируется и подается без какой-либо агрессии и дополнительной энергичности. Ну а бас просто берет и аккуратно делает свое дело, никак не мешая ни средним, ни высоким частотам, так как он просто служит словно фундаментом, не слишком масштабным, не слишком пышным, а очень аккуратным и точным, быстрым и сфокусированным. Он есть, он работает, но точно не перетягивает на себя лишнее внимание. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!